Глубоко под землей, в загадочном серапеуме Саккары, располагаются 24 массивных каменных саркофага, высеченных прямо в скальном основании. Каждый из них достигает веса в 100 тонн и, что поразительно, вырезан из цельного куска гранита. Гранит с твердостью 8 из 10 по шкале Мооса, прочнее стали и большинства современных инструментов, является одним из самых неподатливых материалов на Земле. Сегодня для обработки гранита мы используем высокотехнологичные алмазные режущие станки и специализированное оборудование. Но официальная египтология предлагает гораздо более примитивное объяснение: медные зубила, каменные молотки и абразивный песок. Эта версия, доминирующая более века, не выдерживает критики, ведь следы, оставленные на граните, совершенно не соответствуют работе медными инструментами. Они указывают на использование машины, которой, по всем представлениям, не могло быть у древних, не просто лучшего инструмента, а совершенно иной энергии. Это источник энергии, который никогда не был обнаружен ни в одном древнем артефакте, ни в одном тексте, ни на одном археологическом объекте на планете. За исключением одной единственной надписи, расшифрованной египтологом Селимом Хасаном в 1938 году и тихо хранящейся в закрытом архиве Каирского музея. Эта надпись, выполненная простыми административными иероглифами, описывает источник силы, название которого отсутствует во всех известных нам языках. В ближайшие минуты вы увидите, какие именно инструменты, по неоспоримым свидетельствам камня, были использованы для его обработки. Мы также выясним, почему современная физика способна распознать результат этого воздействия, но совершенно не может объяснить его источник. И почему сам источник энергии, питавший эти невероятные машины, остается самой тревожной и неразгаданной тайной в истории человечества. Это истина, которая оставалась без внимания и была проигнорирована на протяжении очень долгого времени. Приготовьтесь узнать то, что изменит ваше представление о прошлом. В 1938 году этот документ был занесен в каталог без комментариев и помещен в закрытый раздел Каирского музея. Там, в простом административном иероглифическом тексте, описывался источник энергии. Этот источник энергии не имеет названия ни на одном из языков, которые мы полностью понимаем. Оставайтесь со мной до самого конца, ведь то, что вы узнаете далее, может полностью перевернуть ваше представление об истории. Но есть и еще более странный факт. Эта надпись едва не исчезла навсегда. Селим Хасан впервые зафиксировал панель из гробницы К-17 в 1938 году, во время последней экспедиции в Долине Царей. Он оставил запись, характеризуя панель как административный текст, связанный с инструментами, но с неопределенной классификацией. Хасан не придал находке особого значения и больше к ней не возвращался. А в 1961 году он скончался. Так его заметка о таинственной панели пролежала в архивах Каирского музея несколько десятилетий. В 2017 году независимый исследователь, изучавший материалы той экспедиции, случайно обнаружил и сфотографировал панель. Снимок быстро распространился по закрытому форуму, посвященному истории инженерии. Однако уже через 72 часа вся ветка обсуждения была удалена. Доступ исследователя к архивам был немедленно отозван. Но фотография к тому времени уже была скопирована. На снимке оказалась иероглифическая панель, выполненная тем же административным шрифтом, что и древнеегипетские записи о каменоломнях и трудовых операциях. Она подробно описывала некий режущий механизм, указывая его конкретные компоненты и последовательность действий при эксплуатации. Источник же его питания был обозначен термином, который встречается лишь однажды во всем египетском административном корпусе. Это единственная в своем роде надпись, не имеющая аналогов нигде в древнем мире, была прочитана командой Хасана еще в 1938 году, но этот документ никогда не был опубликован как техническое описание и никогда не анализировался специалистами по физике, а не только египтологами. Важно подчеркнуть, что это не просто домыслы или предположения, а реальные факты. Панель КВ-17, как и саркофаги Серапеума, действительно существуют, а следы инструментов отчетливо видны на камне. Характеристики этих резов были тщательно измерены инженерами, а не только историками. Далее мы рассмотрим, что именно доказывает этот камень и почему эти доказательства указывают на нечто, что мы пока не в состоянии объяснить. Сама надпись делится на три основные части, и первая из них посвящена непосредственно инструменту. Иероглифы описывают механизм, предназначенный для вращательной резки, что уже само по себе удивительно.
Примечательно, что указатель рядом с описанием инструмента используется для вращающихся механизмов, а не для ритуальных предметов. Текст также упоминает двух операторов и содержит индикатор масштаба, что исключает возможность ручного использования устройства. Это была большая вращающаяся труба, которая прижималась к камню с контролируемым давлением сверху. Вторая часть надписи описывает абразивный материал, который непрерывно подавался в этот механизм. Это вещество называлось шефет – паста, которую готовили прямо на месте проведения работ. Современный анализ древних отверстий в карьерах Асуана выявил в них частицы измельченного корунда. Корунд, обладающий твердостью 9 по шкале Mohs, является основным компонентом современных промышленных шлифовальных дисков. Таким образом, древние египтяне смешивали корундовую пасту и подавали ее в вращающейся трубе для обработки гранита, что подтверждается надписью и данными из карьеров. Однако, когда дело доходит до третьего элемента, надпись перестает использовать знакомые нам слова, указывая на источник энергии. В тексте встречается выражение «nefer en pet cat up», которое приблизительно можно перевести как «идеальное вращение небесного предписания». Слово «нефер» означает нечто совершенное или оптимальное. «Пэт» же переводится как «небо» или «горний мир», а «cat up» обозначает управление или приведение в действие некоего механизма. Но слово между ними, уточняющее характер этого вращения, не встречается больше ни в одном известном египетском тексте. Это уникальное слово, присутствующее лишь в данной надписи, не имеет аналогов. Египтологи, столкнувшиеся с ним, предлагали различные толкования, такие как «божественная вибрация» или «небесный резонанс». А в одной неопубликованной заметке 1992 года оно было просто обозначено как «неизвестный тип механизма». Эта часть надписи явно описывает некий источник энергии. При этом используются максимально точные и официальные термины того времени. Однако даже такой точный язык приводит к появлению термина, который сегодня никто не может однозначно определить. Источник энергии, о котором идет речь, не упоминается ни в одном из известных нам и полностью расшифрованных текстов. И тут мы подходим к той части, которую подтверждают сами камни. Ведь каким бы ни был этот источник энергии, египтологи, столкнувшись с этим феноменом, предлагали ему различные варианты толкования. Среди них встречались такие термины, как «божественная вибрация» или «небесный резонанс». А в одной из неопубликованных заметок 1992 года это назвали просто «механизмом неизвестного типа». Надпись, несмотря на использование предельно точного административного языка, описывает источник энергии. Но именно эта точность приводит к появлению термина, который никто сегодня не может расшифровать. Получается, что этот источник энергии не имеет аналогов ни в одном из известных нам и полностью прочитанных текстов. И вот здесь мы подходим к тому, что доказывает сам камень. Каким бы ни был этот источник энергии, он оставил физический след в граните. Этот след современная физика способна прочесть с поразительной точностью, и он сообщает нам следующее. Главное, процесс резки не оставил абсолютно никаких подповерхностных трещин, ни единой. Это факт, который кардинально меняет наше понимание. Любая механическая сила всегда вызывает разрушение кристаллической структуры под срезом. Малейшие трещины неизбежно распространяются от поверхности реза вглубь неповрежденного материала. Это прямое физическое следствие. Представьте, как вы ломаете деревянную палку. Волокна всегда рвутся ниже точки излома, и повреждение видно. Гранит должен реагировать так же. Каждый разрез обязан иметь трещины под собой, но здесь их нет. Камень абсолютно не тронут. Следы оставляет любой инструмент, кроме одного типа процесса, когда режущая поверхность вибрирует на ультразвуковой частоте. Свыше 20 тысяч циклов в секунду такая вибрация разрушает связи так быстро, что камень разделяется чисто, без трещин. Гранит ведет себя точно так же. Каждый надрез должен был бы оставить под собой сеть микротрещин, но здесь этого нет. Камень под каждым срезом абсолютно не тронут, как будто его и не подвергали механическому воздействию. Любой инструмент оставляет следы, повреждая материал. Любой, кроме одного типа обработки, когда режущая поверхность вибрирует на ультразвуковой частоте. Свыше 20 тысяч колебаний в секунду.
Такая вибрация мгновенно разрушает кристаллические связи в точке контакта, и камень разделяется чисто, без распространения трещин. Нижний слой остается неповрежденным, граница среза идеально чистая, а почерк предельно точен. Именно это мы наблюдаем внутри саркофагов Серапеума и в кернах из Асуана. Нулевые подповерхностные разрушения, безупречно чистая граница и целая кристаллическая структура под ней. Камень не был сломан или разбит. Он был разделен на чистоте, недоступной человеческому слуху. И это произошло 4000 лет назад. Вот тут и возникает главная проблема. Ультразвуковая резка требует источника энергии, способного поддерживать вибрацию на частоте 20 тысяч Гц или выше. В современной практике это достигается с помощью пьезоэлектрического преобразователя, электричества и генератора частоты. Требуется контролируемый, стабильный источник высокочастотной энергии. Ни одна древняя цивилизация не оставила ничего подобного. Ни в Египте, ни в Месопотамии, ни в Китае, нигде нет следов такой технологии. Мы точно знаем, какой физический процесс создал эти срезы, но не можем понять, что его питало. И это не просто историческая странность. Ни одна из известных древних культур, будь то Египет, Месопотамия или Китай, не оставила свидетельств подобного источника энергии. Хотя результат воздействия запечатлен в камне, аналогов его источнику нет нигде на нашей планете. Мы понимаем физику этих разрезов, но не можем определить, что приводило их в действие, хотя некая надпись и называет его. Однако это название нам совершенно незнакомо и ничего не проясняет. Этот разрыв между видимым результатом и неизвестным источником не просто историческая загадка. Это ставит под сомнение все наши представления о технологическом уровне древних цивилизаций. Географическое распространение таких артефактов лишь усугубляет эту тайну. Идентичные признаки – отсутствие внутренних трещин, скорость среза 1 мм, корунт на срезе и точечное тепловое воздействие – найдены повсюду. Они встречаются не только в Серапеуме и Асуане, но и в храме Хафры, каменоломне Абу-Раваш, а также в Карнаке. Эти места, разделенные сотнями километров и разными династиями, демонстрируют один и тот же метод обработки. Единый процесс резки и источник энергии действовали по всей цивилизации, а затем исчезли разом и повсеместно. Это не постепенное вытеснение или исчерпание ресурса в одном месте. Это похоже на полное отключение. Стандартные переводы часто упускают важную деталь – скорость прорезания в асуанских кернах. Инженер Кристофер Дан в 1983 году измерил, что она составляла примерно 1 мм за оборот в граните. Это значение требует особой комбинации скорости вращения и давления, что указывает на огромную необходимую мощность. Когда инженеры рассчитывают мощность, необходимую для поддержания такой скорости сверления в граните, цифры поражают воображение. Они на порядок превосходят возможности любого механизма, приводимого в действие человеком, что весьма примечательно. Ни лучковые дрели, ни рычажные системы, ни противовесы – ничто из этого не способно обеспечить такую постоянную мощность. Сама борозда в камне указывает на источник энергии, не имеющий аналогов среди известных древних технологий. Древняя надпись загадочно именует это явление идеальным вращением небесной директивы. А сам камень свидетельствует о чем-то, чего нет ни в одном известном древнем энергетическом арсенале. Оба источника указывают на одну и ту же пропасть в нашем понимании, которая так и не была заполнена. Особый интерес вызывает единственный в своем роде термин, обнаруженный в надписи из гробницы КВ-17. Это слово уникально. Оно не встречается больше нигде за 4 тысячелетия египетской письменности. 3 авторитетных ученых, имевшие доступ к архивной фотографии, попытались расшифровать его значение. Первый в своем обзоре 1992 года назвал его типом неизвестного механизма, но не стал развивать эту тему. Второй исследователь определил его как «гапакс» — слово, появившееся лишь единожды во всей известной литературе. Это делало его перекрестное сопоставление с другими текстами или контекстами абсолютно невозможным. Третий, египтолог из Восточного института в Чикаго, представил свои выводы на конференции 2019 года. Он охарактеризовал этот загадочный термин как часть словаря, которым мы совершенно не располагаем. Это не просто частично утраченный язык, а целый пласт знаний, который отсутствует полностью.
Надпись содержит в себе технический термин из такого раздела египетского языка, который не оставил более никаких следов. Это единственное слово является ничем иным, как названием источника энергии, технологии, нам совершенно недоступной. Какой бы ни была эта сила, она позволяла резать гранит, не оставляя на нем никаких трещин или сковов. Скорость прохождения сквозь камень была такой, что полностью исключала применение механизмов, приводимых в действие человеком. На границах контакта с материалом она оставляла следы точечного термического воздействия. И также внезапно эта технология полностью исчезла из обихода целой цивилизации в неизвестный момент до династической эпохи. Именно термические доказательства расставляют все точки над «и» в этом споре. При сильном увеличении на срезах саркофагов Серапеума видны точечные термические изменения по линии разреза. Это не рассеянное тепло, возникающее от трения, а сконцентрированное воздействие точно в точке контакта. Небольшая зона термического изменения, которая не распространяется на окружающий материал. При обычном трении тепло распространяется по всей зоне контакта, а вот ультразвуковая вибрация концентрирует его в микроскопической точке, быстро рассеивая. Точечное тепло, а не рассеянное. Именно такие следы мы видим на поверхностях Серапеума. Теперь 4 различных физических признака идеально совпадают, подтверждая эту гипотезу. Это отсутствие подповерхностных трещин, скорость продвижения в 1 мм за оборот, корундовый абразив и точечное термическое изменение. Все 4 обнаруженных признака идеально согласуются с ультразвуковой обработкой, но совершенно несовместимы с любым известным источником энергии древнего мира. Сама машина доказана результатами своей работы, тогда как источник ее питания подтвержден лишь своим полным отсутствием во всех наших знаниях. Теперь обратимся к дневнику Мерера, древнейшему папирусу, найденному в Египте. Его обнаружил археолог Пьер Талле в 2013 году в Вади-эль-Джарф, и датируется он временем правления фараона Хуфу. Этот документ описывает перемещение известняковых блоков к Гизе, используя строгий административный язык. По сути, это судовой журнал, фиксирующий объемы, маршруты и сроки, совсем как современная логистическая документация. Таким образом, работы с известняком тщательно задокументированы, но сведения об обработке гранита полностью отсутствуют. Для цивилизации, которая скрупулезно записывала все, от списков рабочих до графиков поставок и рационов, это весьма странно. Само по себе отсутствие каких-либо записей о резке гранита в столь дотошной культуре является важным открытием. Самые точно обработанные камни в древнем мире не оставили после себя ни единого бумажного следа. Нет ни журналов карьеров, ни описей инструментов, ни отчетов о труде рабочих. Существует лишь одна надпись в одной гробнице, содержащая один единственный непереводимый термин. Это наводит на мысль, что процесс обработки происходил вне привычной административной системы того времени. Она была за пределами рабочей силы, подающей отчеты, и вне иерархии, ведущей записи. Как будто те, кто управлял этими машинами, не были частью цивилизации, которая их окружала. Однако музеи умалчивают о поразительном феномене, который можно назвать временной инверсией. Самые древние гранитные вырезы, найденные в Египте, демонстрируют наивысшую точность, а не самые поздние. Последующие династии, чьи записи нам доступны, показывают лишь ухудшение качества обработки гранита. Их работы отличаются большей шероховатостью, неровностями и явными следами обычных инструментов. Обычно технологии совершенствуются с течением времени. Цивилизации движутся от примитивного к высокоточному. Но в Египте мы наблюдаем обратную картину, будто развитие шло вспять. Лучшие образцы работы предшествуют известной нам цивилизации, что означает, эта технология не зародилась в Египте. Она не развивалась постепенно из более простых методов и не является продуктом местной эволюции. Она появилась уже на таком уровне, которого последующие поколения не смогли ни достичь, ни поддерживать, и в итоге полностью утратили. Следовательно, надпись в гробнице КВ-17 описывает не собственное изобретение египтян. Она говорит о чем-то унаследованном, полученном из источника, который упоминается, но остается для нас загадкой. Этот источник, покинув их, оставил после себя лишь вырезанные камни и исчез. Тысячелетия гранитных работ и всего один термин в одной надписи, который до сих пор никто не может перевести.
Незаконченный обелиск в Асуане лишь усиливает это ощущение невозможности и загадочности. Этот самый большой из когда-либо задуманных обелисков, все еще прикрепленный к скальному основанию, демонстрирует те же чистые срезы без сколов. Однако даже в местах, где, по мнению археологов, образовалась трещина, срезы остаются идеально ровными. На самом деле, следы резки продолжаются за пределами этой трещины с той же чистотой и точностью. Это убедительно доказывает, что не трещина остановила работу, машина продолжала резать после ее появления. А потом, внезапно, без всякого постепенного замедления, она просто остановилась. Точность срезов в момент прекращения работы была такой же безупречной, как и в самом начале процесса. Никаких признаков износа инструмента или потери мастерства со стороны операторов не наблюдается. Оборудование работало с максимальной точностью, а затем вдруг полностью замерло. 1000 тонн гранита в процессе обработки, и внезапно полная тишина. Нет никаких записей о причинах, ни одной попытки возобновить столь масштабный проект. Источник энергии не ослаб постепенно, он просто прекратил свою работу. И эта удивительная технология больше никогда не возвращалась ни к обелиску, ни к Серапеуму, ни в какие-либо другие египетские записи. Технология, создавшая самые совершенные гранитные сооружения в истории человечества, просто исчезла, оставив после себя лишь камни. Умолчание или сокрытие этих свидетельств происходило по меньшей мере в 4 направлениях. Около 1336 года до нашей эры, после кончины Эхнатона, жрецы Амона стерли его картуши со всех египетских монументов. Сам Эхнатон приписывал эту передовую технологию резки додинастическим строителям, известным как Шемсу-Гор. В своих собственных надписях Эхнатон упоминал источник этой силы, применяя формулировки, аналогичные найденным в КВ-17. Сразу после смерти Эхнатона были систематически удалены любые упоминания о передовых строительных методах древнейших цивилизаций. Их целью было не столько сохранение религиозных догм, сколько защита исторической версии, несовместимой с существованием высоких технологий у самых ранних строителей. В 391 году по Рождеству Христову Александрийский Серапеум пал жертвой пожара, устроенного христианскими фанатиками. В стенах этого сооружения находились бесценные технические рукописи, описывающие приемы работы древнейших мастеров по камню. Сами рукописи были уничтожены огнем. Осталась лишь запись в каталоге, но информация, которую они несли, исчезла навсегда. Результатом египетского похода Наполеона в 1798 году стал выпуск многотомного издания «Описание Египта». 12-й том первого издания, опубликованный в 1813 году, содержит свидетельства французских инженеров, изучавших внутренние грани Серапеума. Инженеры отмечали, что точность этих поверхностей была настолько высока, что их инструменты не могли ее адекватно объяснить. Удивительно, но весь этот фрагмент был удален из переиздания 1817 года. Хотя номера страниц раздела указаны в индексе, его содержание в новом издании отсутствует. Последний пример замалчивания информации исходит от Захи Хавасса, обладавшего полным контролем над археологическими разрешениями в Египте с 2002 по 2011 год. Кристофер Дан в 2005 году обратился с просьбой разрешить ему выполнить высокоточные измерения поверхностей внутри Серапеума, используя специализированные промышленные датчики. Запрос был отклонен в течение 6 недель. Причиной назвали потенциальный риск повреждения поверхности камня. Это выглядело как нелепое оправдание, ведь речь шла о приборе, который оказывает минимальное давление на камень и не способен его повредить. Истинная опасность заключалась не в повреждении, а в цифрах, которые могли бы показать эти измерения. Они могли бы выявить поразительную плоскостность поверхностей, недостижимую для инструментов древних цивилизаций. Эти данные, подтвержденные современными стандартами, никогда не были официально зафиксированы. Однако история на этом не заканчивается, и вот что произошло дальше. В 2021 году команда из Высшей нормальной школы Лиона подала заявку на исследование. Они хотели провести бесконтактное лазерное сканирование одного из пустующих саркофагов Серапеума. Никаких прикосновений, никакого вмешательства, только лазер. Заявка была направлена через Египетское министерство по делам древностей. Но даже по состоянию на 2024 год она все еще значится как на рассмотрении. Эти огромные саркофаги так и стоят в туннелях.
а их поверхности остаются неисследованными. Термические и кристаллические следы, которые могли бы окончательно подтвердить ультразвуковую обработку, ждут разрешения. Эти важнейшие данные лежат в ожидающей заявке в правительственной системе Каира. Вопрос, на который могло бы ответить это сканирование, чем приводилась в действие машина, создавшая эти ящики, остается официально незаданным. И чтобы было ясно, я не утверждаю, что у древних египтян были генераторы или синтезаторы частот. Надпись в КВ-17 не поддается полной расшифровке, а упомянутый там источник энергии встречается лишь раз за 4000 лет египетской письменности и не имеет аналогов в нашем языке. Мы вынуждены признать, что между известными фактами и нашими объяснениями зияет огромная пропасть. Ящики из серапеума по-прежнему находятся в туннелях Саккары, а их подповерхностная кристаллическая структура под каждым срезом абсолютно не повреждена. Корундовые следы до сих пор обнаруживаются в остатках буровых отверстий в Ассуане. Точечные термические изменения по краям срезов отчетливо видны при увеличении. Панель в гробнице КВ-17 на стене коридора сети первого все еще хранит описание источника энергии, которого больше нигде нет в древнем мире. Разрешение на сканирование поверхности серапеума до сих пор находится в ожидании. А незаконченный обелиск в Ассуане, 1000 тонн идеально обработанного гранита, брошенный на полпути без объяснения, так и лежит в скале. Его точные срезы обрываются ровно в том месте, где работа внезапно остановилась, словно что-то оставило его и больше не вернулось. Что бы ни питало эту древнюю машину, оно исчезло, не оставив следов, лишь идеальные срезы на камне. Дневник Меррера подробно описывает каждый известняковый блок, перемещенный в Гизу, но совершенно ничего не говорит о граните. Надпись в КВ-17 лишь единожды упоминает источник энергии, используя термин, который не встречается более нигде и до сих пор не переведен полностью. И разрешение на точное измерение поверхности серапеума, которое могло бы подтвердить наличие остаточных следов этой энергии, отклоняется уже 2 десятилетия. Причина отказа не в возможном повреждении поверхности лазером, а в том, что этот лазер может обнаружить. Камень задает один и тот же вопрос на протяжении 4000 лет, но кто-то усердно следит за тем, чтобы ответ оставался похороненным. Возможно, пришло время снова задать этот вопрос. Если вы тоже жаждете разгадок, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые расследования.